Всем привет, друзья! Сегодня готовлю немецкий творожный пирог. У нас он называется Käsekuchen. Есть различные методы приготовления. На моем канале уже есть несколько рецептов. Все они очень удачные. Советую зайти и посмотреть. И вот еще один рецепт. Готовится этот пирог очень быстро. Сначала приготовим тесто. Для теста вам понадобится 400 грамм муки. Мука под номером 405. Добавляю сюда 3 пакетика ванильного сахара. В каждом пакетике по 8 грамм. 175 грамм размягченного сливочного масла. Пол чайной ложки столовой соли. У меня вот такая вот крупная соль. Все это нужно будет перетереть в крошку. Тесто песочное. Как только мука с маслом соединились, высыпаю сюда 10 столовых ложек сахара. Пирог получается такой вот в меру сладкий. 2 яйца. Яйца весом 100 грамм. Яйца замеряла. И вот сейчас замешиваем тесто. Замес теста длился где-то около 2 минут. Вот, друзья, посмотрите, какое тесто у нас получилось. Оно совершенно не липнет к рукам. Как вы заметили, в тесто я не добавляла разрыхлитель. Он здесь не нужен. И вот теперь сразу же беру тесто и распределяю его по форме. Вот. Форма диаметром 30 сантиметров. Можете использовать любую форму. Чем меньше ваша форма будет по объему, тем дольше будет пропекаться пирог. Здесь вот все индивидуально. И если форма также будет маленькая, тогда у вас получится толстостенный такой вот пирожок. Поэтому выбирайте такую объемную форму, чтобы было тоненькое тесто. И вот сейчас бортики формы и дно нужно будет полностью вот так вот залепить. Сформировать по форме. Друзья, посмотрите, как у меня получилось. Вот эти вот неровности сверху можно срезать с помощью ножа. Подровнять. Уложить на донышко вот остатки теста. И пока тесто у нас вот так вот по всей форме будет отдыхать, все равно клейковина муки должна здесь разбухнуть. Тесто тогда получается намного вкуснее. Вот. Готовим начинку. Начиночку буду готовить в этой же чашке, где замешивала тесто. Сначала нам нужно будет соединить сухие продукты. Беру 3 столовые ложки, вот так вот сверху, кукурузного крахмала. Добавляю сюда 2 пакетика ванильного пудинга. В каждом пакетике 37 грамм. Алекса, стоп! В каждом пакетике, да, повторюсь еще раз, 37 грамм. Добавляю сюда 300 грамм сахара. Если вам нравятся очень сладкие начинки, тогда на 50 грамм можете добавить больше. Теперь все эти сухие продукты нужно будет хорошенько соединить. Так, я тут параллельно готовлю обед. И у меня уже все приготовилось. Вот, все перемешали.
Добавляю сюда чайную ложечку соли. Как без нее? Соль, она дает баланс, вкус. Иначе тесто у вас и начинка получатся такие пресные, безвкусные. Поэтому соль обязательно добавляйте. Все перемешали. Добавляю сюда лимонный сок свежевыжатый. У меня здесь 125 миллилитров. Сок 2 крупных лимонов. Баночка сметаны. В баночке 200 грамм. 24% жирности. Килограмм пастообразного творога. Вот у нас в пастообразном творожке, вот в каждой пачечке образуется такая водичка. Водичку рекомендую сливать. Вот видите, я сливала, но все равно еще чуть-чуть воды есть. Водичка эта нам не нужна. Водичка уходит, и тут, соответственно, получается творожка немножко меньше. Добавляю сюда 6 яиц. Яйца весом 300 грамм. 400 миллилитров жирных сливок. И все это нам нужно будет хорошенько перемешать. Миксер я использовать не буду, я это делаю ложкой. Можно также воспользоваться венчиком. Если взбить эту всю массу до пышного состояния с помощью миксера, тогда пирог ваш может разорваться. Поэтому мы вот так вот просто все хорошенько перемешиваем. Перемешиваем до тех пор, пока все продукты хорошо соединятся. Они должны здесь все подружиться. Вот, смотрите, все очень просто. С этим рецептом справятся даже начинающие кулинары. Если вы, допустим, сначала добавите жидкие продукты, а потом засыпите сухие, начинка может взяться комочками. Поэтому сначала соединяем сухие продукты, хорошо перемешиваем, и потом добавляем влажные продукты. Тогда все хорошо перемешается и масса будет однородной. Творог можно использовать любой жирности, 20-40%, но у меня вот здесь 20% жирности. Можно также использовать обезжиренный творожок. Но мне нравятся калорийные пироги. Ну, я вам скажу, он такой по вкусу получается очень легкий. Этот пирог также можно испечь без теста. Если, например, кто-то не переносит глютен, тесто можете не готовить, просто приготовить начинку, и у вас получится творожная запеканка. По вкусу сюда также можно добавить ягоды, изюм, мак. Ну, мне нравится вот чисто классика. Так, начинку перемешали. И теперь ее заливаем в тесто.
Нужно будет вот так вот провести ножичком чуть-чуть, чтобы начиночка равномерно распределилась. И отправляю в заранее разогретую духовку на 180 градусов. Печется этот пирог где-то около 1 часа. Обращайте внимание на особенности своей духовки. Кому-то может понадобиться больше, кому-то меньше времени. В общем, вот так у меня симпатюльно получилось, симпатично. Все. Творожный пирог готов. Я его выпекала 1 час 20 минут при температуре 180 градусов. Обращайте внимание на особенности своей духовки. За полчаса до окончания выпекания я его прикрыла пекарской бумагой. Вот посмотрите, пирог очень хорошо подрумянился. Если бы я его не прикрыла, он бы стал еще темнее. Теперь пирогу нужно будет дать хорошенько остыть. Прошло несколько часов, пирог остыл. Пожалуйста, друзья, ваш кусочек. Посмотрите, как плотно держится начинка. Все здесь отлично пропеклось. Пирог такой очень кремовый, с приятной кислинкой. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.